Привет, девчонки, меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас на повестке дня мне пришли лаки, которые это модные, светоотражающие. Покажу выкраску, сделаю пару дизайнов, потом будет дизайн на клиенте. И в самом конце видео покажу вам палетки теней, которыми я крашусь. Я, конечно, не мастер, я только учусь. Ну, может, кому-то будет интересно. Давайте приступим. Мне пришла посылочка. Долгожданная, очень ждала эти лаки. Единственный недостаток огромный, большой, это то, что эти лаки были сильно помяты. Вообще не понимаю, зачем так небрежно упаковал продавец. Но сами флакончики просто бомбастишь. Обалденное оформление, очень приятные на ощупь. Прям так выглядит красивенько. Я побежала, кстати, на сайт. Думаю, покуплю еще каких-нибудь лаков, но, к сожалению, у этого продавца этих лаков, как сказать, сильно выбора нету, только вот эти, по-моему, 9 или 12, я не помню. И в основном продают косметику. Выкраски, если честно, сначала было большое разочарование. Я не понимала, что происходит. Они такие, не могу сказать, что кремообразные, они жидковатые. Из-за того, что еще типса, она такая гладкая, было тяжело нанести цвет. Но вторым слоем, когда уже оставался липкий слой после первого, вся ситуация исправлялась. В принципе, я такая думала, ну да, нету никакого светоотражающего эффекта, но сами цвета мне очень понравились, и поэтому я подумала, окей, можно их сделать как-то в дизайне. А потом уже вспомнила, что направляет-то фонариком, и только из-за фонарика получается этот эффект. Поэтому я говорю девочкам, в принципе, в жизни это не пригодится, но если, не дай бог, ночью вы будете идти по улице, можно будет вот так вот тормозить машины. В другой ситуации этого эффекта вы не увидите. В принципе, по все вот эти 5 лаков, которые купила, мне нравятся все, но как нормальные лаки с блесточками. Естественно, никто не будет бегать с фонариком, а как лаки с блесточками самое мое то. Вот этот черненький хочу сделать себе в отпуск. Красивые цвета, те, которые потемнее, у них есть пигмент, и они более такие плотные. А вот первые два, они такие на полупрозрачной основе, поэтому, но тем не менее, в 2 раза все прекрасненько перекрывает. Этим красным мы будем позже делать дизайн. И поэтому, если в общем, мне лаки очень понравились. Блестят, очень-очень блестят. Но, по-моему, 5 цветов вполне достаточно для коллекции. Больше их покупать не надо. Кстати, у Beauty Lux появились тоже эти лаки. И потом я вот выключила свет и пыталась что-то там сделать фонариком. Есть эффект конкретный, хороший. Я показывала у себя в группе. И вот теперь я хочу показать пару дизайнов, которые мне пришли в голову, потому что у моих девочек нет такого вкуса, как у меня, много блесточек. И я подумала, что было бы неплохо что-нибудь такое придумать, где можно соединить. Даже вот сейчас весной их можно впихнуть. Я взяла черный лак этот и им рисую на розовом полосочке. Это все дело обрамила своей любимой краской серебристой от Beauty Lux, которая с зеркальным эффектом. И вуаля. Добавлю туда потом немного стемпинга для разнообразия. Покажу я вам 5 дизайнов по-быстренькому. Я считаю, получается очень даже эффектно. Не обязательно делать эти светоотражающие лаки сразу на 10 ногтей. Можно и просто в дизайн. Взяла такую сеточку, стемпинг, и добавляю мой дизайн. И получается очень даже симпатичненько и миленько. На вторую тоже отпечатываю наполовину типсы, чтобы как-то оно было в компоновочке. И очень замечательно, симпатичненько. Почему бы не весенний дизайн? То, что я знаю, немногие любят блесточки, они все такие, как я. Поэтому очень даже интересно. Теперь я подобрала цвет лака с цветом для стемпинга. И хочу сделать цвет шампанским, который у меня сейчас на большом пальце. Тоже нравится
цвет, но в обычной жизни, не как вот сейчас под камеру, под фонариком он светится, в обычной жизни он бежевый. Это не мое, мне что-нибудь такое поярче. Жалко, там нет неоновых, оранжевых, красных. Также отпечатываю этим розовым, который я подобрала цвет, отпечатываю листики и покрываю глянцевым топом. Кстати, глянцевый топ, который я вам советовала в прошлый раз, забыла показать, он будет в этом видео, я его покажу. От Patricia Nail глянцевый топ. И как я люблю, по нашей привычке делаем пару полосочек и дизайн готов. Обалденно симпатичненько. Даже сейчас покажу с фонариком. Очень миленько, очень нежненько. И не обязательно эти блесточки наносить на все 10 пальцев. Можно как-то и совместить. Тут я еще пыталась что-то сделать фонариком. Он блестит, девочки, очень блестит. Лаки мне очень понравились. Тут я тоже подобрала пару цветов. Взяла это, которая морской волны синий, и подобрала к нему цвет гель-лака. И с него буду мутить дизайн. Нанесла его на верх типсы, просушила в лампе. И на второй типс я покрываю одним слоем, так как у меня фон уже есть, там 2 слоя не надо. А так эти лаки, они двухслойненькие. Просушиваю в лампе и дополняю опять рисунок стемпингом и полосочками. И вуаля, через 2 минутки у нас готов быстрый, несложный дизайн. Дополняю мои любимые серебряные полосочки. И получился очень симпатичненький дизайн. Эти лаки я также видела у фирмы Missy. Мне эта фирма тоже очень нравится. Сначала подумала, когда я сомневалась, что они так блестят без фонарика. Но потом, когда я уже их тестировала и рисовала дизайны, поняла, что они, в принципе, все одинаковые. Не вижу смысла покупать еще, если только докупить какие-то цвета, которые у какой-то фирмы нет. А так, я думаю, в принципе, фирма от фирмы этими лаками не отличается. Качеством этих гель-лаков я осталась довольна. Уже заставила свою клиентку использовать этот гель-лак. Она тоже осталась довольна. Поэтому советую. Тут я взяла бежевый фон и на него несла красные лепестки. Потом эти красные лепестки после просушки оформила белым цветом. Получается такой эффектный красный цветок с блесками, который будет еще ночью светиться. Если вы гуляете ночью по дороге, этот гель-лак вам в помощь. И пару штришков белой краской, и получается вот такой вот обалденный моднячий дизайн. Почему бы и нет? 3-й или 4-й или 5-й, там 6-й дизайн мы делаем. Кстати, этот лак, он так как мало пигментированный, ну в плане не сильно так забиты эти, надо 2 слоя. И в этом случае, когда я наносила его на полтипсы, я чуть переборщила с толщиной. Но это просто надо учитывать, и в следующий раз лучше нанести 2 тонких слоя, чем 1 потолще. Также наляпываю этим цветом, который у меня фон, рисую пару лепестков, оформляю их белой краской. Просто сделала цветочек в другую сторону. Дополняю лепесточками, не лепесточками, а прожилочками, чтобы был какой-то интересный вариант. И очень быстро и ненавязчиво получается обалденный, большой, красивый, блестящий лепесточек. Очень даже нежненько получилось. Ну, по-моему, на осень, да, более-менее на лето. И вот. И теперь приступаем к клиентке. Также я на ней использовала эти цвета. Клиентка упала с велосипедом. Мы рассчитывали, что там будет у нее отслойки до самой не могу. Но, к сожалению, к счастью, не к сожалению, а к счастью, все хорошо. Были пару отслоечек, а так все хорошо. Ну и в конце, после этого всего, моя собачка сгрызла ей сумочку. И поэтому мне пришлось еще и возместить ущерб клиентке за сумочку. Молодец моя собака.
В следующий раз я буду просто умнее. Снимаю покрытие. У нее большие отслойки были на указательном пальце и на большом. Она говорит, из-за падения. Недавно упала с велика. Снимаю все покрытие. Это у нас был полигель. Этот дизайн у меня есть на канале. Мы делали его из стемпинг пластины с пазлами. Такой интересный дизайн получился. И также длина мешает, убираем длину. После того, как я все сделала, маникюрчик, опилила длину, оформила ноготок, убрала блестящесть у ноготка. Наношу сначала базу. Я взяла базовку Чуковой Patricia Nail. И теперь использую гель от Beauty Lux номер 012. И после опила приступаю к нанесению цвета. Клиентка выбрала красный цвет. Я посидела, подумала, что же можно такого сотворить. И придумала такой легкий дизайн. Я уже говорю, надо открывать мне рубрику, где называется «Неинтересный дизайн от Ленки». Но тут я напрягла свои две извилины и решила сделать более что-то такое интересненькое. Не просто нести цвет, искать клиентки, иди отсюда. А придумали очень даже интересный эффектный дизайн. Обрисовала это все опять своими полосочками любимыми. И вот, это как раз вот в это время у нас уже была собака под ногами и грызла сумочку. И мы такие думали, она притихла, такая прилегла. И я говорю, так будет слишком скучно. Я захотела нарисовать ей веточку. Нарисовала ей веточку с пару листиками. И все, получился шикарный дизайн к Новому году или к осени. Но самое главное, клиентка осталась довольна. Ирочка, тебе привет. От собачки моей тоже. Вот, это топ, который блестит, просто бомбастишь. Я еще не знаю, как долго он блестит. Пока блестит. Но мне очень нравится этот топ. Также наношу выравнивающий слой, чтобы убрать все эти неровности от моего рисунка. И на этом дизайн готов. Получилось очень даже интересненько и разнообразненько. Теперь покажу вам мои палетки, которые я использую в моем обиходе. У меня их немного, всего лишь 5, может еще 2-3 лежит у меня. Обожаю палетки этой фирмы. Это Makeup Revolution. Это их старая палетка, она такая черненькая. Я уже ей не пользуюсь. Цвета такие там скучноватенькие. Эти палетки я купила недавно. Покупая эти палетки у нас в магазине Rossmann. Практически уже везде они есть. Если нет, то просто можно посмотреть адреса, где они продаются. И вот эти палетки я просто обожаю. Мне они нравятся. Кстати, вот этот цвет серебряный, серебро и бордовый был у меня в прошлый раз, когда вам так понравился мой макияж. Переворачиваем, показываем название этих палеток. Быстренько покажу. Эта палетка тоже очень часто пользуюсь. Мне нравится этот красный цвет. Он просто шикарнейший. Такие переливы у него. Тоже мне часто делают комплименты, когда я крашусь именно этим красным цветом. И сейчас я была недавно быстренько в магазине и купила еще себе одну новую палеточку. Обычно я покупаю палетку из одного цвета и потом просто пользуюсь, естественно, всеми. Тут я пыталась открыть, потом за кадром быстренько накрасилась. Вот. Обожаю палетки этой фирмы, так как они недорогие, около 10 евро они стоят. И в принципе вот у меня есть 3 палетки, я уже пользуюсь больше года, и мне вполне ими достаточно, можно нарисовать любой дизайн. Тут я использовала правый цвет и верхний такой бежевенький. Обалденно у них пигментация, очень нравятся мне эти палетки, мне большего не надо. У меня были палетки и чуть дороже, и в принципе разницы между этой фирмой и другими я не заметила. На этом у меня все. Надеюсь, ответила на все ваши вопросы, успела все показать. Надеюсь, вы досмотрели до конца. Вот. Если есть у вас вопросы, если есть у вас предложения, всегда, пожалуйста, в комментариях. Ссылочки, если такие имеются, я всегда оставлю под видео. Добавляйтесь в нашу группу, у нас там интересненько. А мы увидимся в следующем видео. Пока!